Ергаки – природный парк на юге Красноярского края, снискавший популярность у любителей природы благодаря своим фантастически красивым и при этом весьма необычным пейзажам. Пейзажи эти настолько неординарны, что уфологически настроенные искатели истины говорят о рукотворности ергаков, вспоминая при этом об инопланетянах, а также лемурийцах, атлантах и прочих представителей древнейших цивилизаций нашей планеты. Чего стоит, например, хребет Спящий Саян или знаменитая парабола. Находится Ергаки вблизи федеральной автомобильной дороги Р-257 Енисей на расстоянии 200 километров от города Абакана. Свой путь в этот замечательный уголок Красноярского края мы начали от расположенного почти в центре Абакана туристического агентства. Через некоторое время мы пересекли границу Хакасии, а затем выехали на трассу Абакан-Кызыл. За окном автобуса цветным калейдоскопом сменяли друг друга колоритные пейзажи и редкие небольшие населенные пункты. По пути мы сделали небольшую остановку в поселке с экзотическим названием Танзыбей, чтобы перекусить. Многочисленные здесь кафешки выглядят вполне современно, однако их кухня, на мой взгляд, оставляет желать лучшего. Еще примерно 40 минут пути, и нашим взором открылись зазубренные хребты ергаков. Мы проехали знаменитую полку, защищающую автомобили от нередких в этом месте камнепадов, миновали живописное озеро, находящееся справа от дороги, объехали небольшую гору, съехали с трассы и остановились у визит-центра. Первое, что сразу бросается в глаза даже в самом начале маршрута, это потрясающие по красоте пейзажи ергаков. Начинается маршрут с отсыпанной коричневой щебенкой тропы. Мы здесь в гостях. Весь мусор, который мы с собой принесли, мы его с собой забираем. Все, можно будет выбросить. Так, это первое. Пройдя примерно 100-150 метров, мы ступили на дощатый настил. Когда мы прошли по нему с десяток метров, стало ясно, что проложен он по болотистой местности. Снизу хлюпала вода, а тропа время от времени пересекала небольшие ручьи. Первооткрывателями ергаков называют нескольких красноярских художников, поэтому многие местные названия так или иначе связаны с художниками. Озеро художников, перевал художников и так далее. В 50-е и 60-е годы это место активно начинают осваивать красноярские альпинисты и туристы. Они и прокладывают первые маршруты по территории ергаков. В 70-х годах здесь проводятся различные альпинистские и туристические семинары, а в 80-е организуются первые палаточные лагеря. С этого момента поток туристов сюда только возрастал и достиг своего пика в 90-е годы. В 2005 году решением губернатора Красноярского края ергаки были объявлены особо охраняемой природной территорией, природным парком. С тех пор в парке ведется работа по его охране и восстановлению того, что было уничтожено любителями шашлыков в 90-е годы. После равнинного заболоченного участка начался подъем. В его начале путь лежит по лестницам, сваренным из арматуры и уголка. По относительно ровному участку мы дошли до сказочной красоты озера Радужного. С его берега открывается прекрасный вид на Спящего Саяна.
После непродолжительного привала у озера Радужного мы двинулись дальше, и сразу начался крутой подъем. Как выяснилось потом, это был самый трудный участок. Тропа здесь гораздо экстремальнее, чем, например, в Непале. Прежде всего потому, что она весьма неровная и представляет собой нагромождение камней разных размеров. Кроме того, ее в изобилии пересекают корни деревьев, а вниз текут многочисленные ручьи. Не без труда преодолев этот подъем, мы сделали еще один небольшой привал в весьма живописном месте, теперь уже перед штурмом самой вершины. Во время привала мы с тревогой обнаружили, что с северо-запада к нам приближается плотный облачный фронт. Появление этих облаков, обещавших скорый дождь, заставило нас ускориться. Дальнейший подъем оказался не менее крутым, в 2 местах приходилось даже карабкаться. Однако подъем оказался коротким, и вскоре мы достигли нашей цели. Точнее виды, открывающиеся во все стороны с этой точки пространства, потрясают. Однако в наибольшей степени удивляет сам висячий камень. Лицезреть это чудо природы вживую весьма интересно. Особенно впечатляет малая площадь соприкосновения висячего камня с горой. Висячий камень – это одно из чудес парка Иргаки. Это большая глыба, висящая на краю километровой пропасти над озером Радужным. По оценкам специалистов, ее вес составляет 500-600 тонн. Не успели мы сделать несколько фотографий этого удивительного феномена, как нас накрыл подоспевший дождь, который через несколько минут перерос в довольно крупный град и ощутимо похолодало. Когда дождь прекратился, мы сделали еще некоторое количество фотографий и направились вниз по примерно той же тропе. Постепенно небо стало очищаться от облаков, и пейзаж заиграл яркими красками. Более продолжительный привал с пакетным чаем, который оказался неожиданно вкусным, и не менее вкусным привезенным с собой перекусом, мы сделали на том же самом озере Радужном. После привала, как принято выражаться в таких случаях, усталые, но довольные, мы направились к ожидающему нас на стоянке автобусу. Солнце начало опускаться к закату, и в его свете все засияло золотистыми оттенками. Собственно, на этом наше незабываемое знакомство с иргаками завершилось. Мы сели в автобус, который помчал нас в Абакан. С собой у меня были гигабайты видео и фотографий, и необыкновенно яркие впечатления от посещения этого уникального уголка сибирской природы.